Здравствуйте, рыбки! Сегодняшний таро-прогноз, который вы видите на моем YouTube-канале, это расклад на следующую неделю, неделя с 10 по 16 августа. Давайте посмотрим, что вас ожидает, какие вам карты сегодня выпадут и что же интересного произойдет у наших рыбок. Я напоминаю, что это расклад общий, он не персональный, но я надеюсь, что большинству из вас он подойдет и будет резонировать с вашей конкретной ситуацией. Поэтому пишите ваши отзывы, оставляйте ваши комментарии. Я всегда с удовольствием их читаю и по возможности стараюсь на них ответить. У нас сегодня в раскладе, как обычно, две колоды. То есть первая колода у нас основная, которую вы сейчас увидели, которую мы перетасовали для вас. Вторая колода дополнительная. Она для уточнений, для разъяснения основных карт. По каждому дню недели, соответственно, мы по одной карте достаем и на те сочетания, которые выпадают, смотрим и оцениваем их вместе с вами. Сейчас, секундочку. Я сначала перетасую их, а затем уже с вами начнем этот расклад. Также напомню, что вы можете в принципе поделиться этим видео с кем-нибудь из ваших знакомых рыбок, если вы считаете, что им этот расклад подходит, если вы считаете, что он как-то созвучен с той ситуацией, которая происходит у них в жизни. Итак, рыбки, неделя с 10 по 16 августа. Третья колода, которую вы, кстати, тоже здесь видите, это оракул зеленой ведьмы. Мы посмотрим, он такой в виде флористического изображения, изображает картинки в виде цветов, овощей, фруктов. Посмотрим, что выпадет вам. Это будет таким советом тоже от этого оракула, соответственно, советом, который поможет как-то правильно сориентироваться или повести вас, себя на этой неделе. Итак, рыбки. Рыбки, неделя с 10 по 16 августа. Посмотрим еще, какой совет вам, рыбкам, дадут вот эти карты. Начнем мы с основной колоды. Давайте посмотрим, что здесь у вас есть на понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Смотрим на дополнительную колоду. Ну, первая карта, в принципе, еще и карта императрицы здесь. Туз жезлов. Карта императрица, казалось бы, что может быть лучше вообще по такому сочетанию? Потому что здесь можно по тузу жезлов, который у вас выпадает первой картой, основной картой, говорить о том, что вы готовы к каким-то важным для вас начинаниям, что вы готовы здесь к каким-то новым проектам. А вместе с картой императрица, которая здесь также имеется, можно также говорить о том, что это вполне себе могут быть успешные какие-то проекты или дела. И здесь речь идет о таком мощном творческом подъеме, о том, что вы хотите реализовывать свои идеи, о том, что здесь вы можете начинать какой-то масштабный проект, или может прийти мысль, идея, желание, которое прям хочется реализовывать, касающееся вашего ребенка или касающееся беременности, зачатия ребенка. То есть прям идеальное условие, идеальное время для того, чтобы реализовывать, воплощать вот эту идею в жизнь, для того, чтобы получить потом какой-то хороший реальный результат. Потому что все, что вы сделаете здесь, обладая вот такой яркой страстью, творческой энергией, может быть, желанием воплощать задуманное в реальность, вот вы благодаря этой страсти можете приходить действительно к хорошему результату. Если про отношения говорить, то здесь прям может быть страстный такой период в паре, какой-то и глубокая гармония с взаимопониманием, которая здесь присутствует. Может быть, вам как маме приходит какая-то идея, касающаяся вашего ребенка, которую хочется реализовать. Или в бизнесе, в делах, я уже говорила, в вашей работе, там может быть какой-то проект, как я уже говорила, который может иметь хороший потенциал, потому что вы его воплощаете в жизнь. Карта пятерка кубков у вас выпадает на вторник, и она как будто бы портит всю эту картинку. Здесь она выпадает с хорошей карты, она выпадает с девяткой пентаклей. И в таком сочетании все-таки у вас основная эта карта пятерка. Пятерка кубков, пятерка чаш. И здесь вот эта пятерка чаш, которая выпадает основной, она как будто бы вот этого негатива добавляет, потому что она показывает, что вы с горечью вспоминаете какие-то былые неудачи, которые были в вашей жизни. И, они вас разочаровывают, расстраивают, соответственно, вы о них думаете. И вы должны перейти от этой грусти к
к личной независимости. То есть вы должны отпустить эти переживания ваши, какую-то зацикленность на прошлом, исцелиться от этого состояния через комфорт. То есть вам, возможно, материальный какой-то успех помогает излечить эти душевные раны. Возможно, вы здесь стараетесь просто вот усилием воли уже отстраниться от каких-то разочарований и учиться радоваться жизни. Может быть, да, вот довольствуясь тем, что у вас есть, а у вас хорошие результаты есть по 9 пентаклей, успех, которого вы достигли, но вы поняли, что что-то в прошлом принесло вам разочарование, но также оно дало вам мудрость, независимость, может быть, какие-то плоды хорошие, и вот вы стараетесь радоваться тем результатам, которые у вас есть, соответственно, то, что вы получили в результате этого. Поэтому здесь 9 пентаклей. И дальше карта 10 мечей, которая здесь есть на среду, которая показывает как завершение какого-то тоже периода переживаний для вас по 10 мечей, потому что 10 это последняя карта в числовых арканах, то есть она показывает, что этому приходит конец. И тут же карта императора. Возможно, здесь какие-то переживания, связанные с таким императором. Может быть, это не знаю, вот такой мужчина, да, это может быть ваш сын, ваш муж, ваш брат, то есть это вот какая-то мужская фигура. Но с 10 мечей здесь может быть какая-то ситуация, где вы можете столкнуться с конфликтом, возможно, каким-то. Или если мы говорим о том, что это ваша фигура императора, несмотря на то, что вы рыбки, да, вы не овны, эта карта соответствует овнам, возможно, здесь происходит какое-то как снижение вашей авторитетности, или вы в чем-то теряете контроль, возможно, над ситуацией, контроль, который у вас был. И это может немножечко вас опять-таки расстроить, потому что вот вы сталкиваетесь с этой ситуацией, и это тоже вызывает у вас внутреннее переживание, какой-то конфликт. Возможно, вы эмоционально себя истощаете из-за того, что кто-то пытается немножечко вами манипулировать или управлять вами. Так вот жестко, как это делает этот император. Или тут какой-то разговор с начальством может быть неприятный, да, если вы работаете, к примеру, в этот период. То есть опять-таки как чувство, что вас кто-то контролирует, пытается управлять вами, и вот это может вас подавлять, расстраивать, вызывать определенный стресс, да, как бедствие для вас. Карта Луна, карта, которая есть в четверг, переживания, тоже какие-то тревоги, может быть, накручивание себя из-за каких-то страхов. Возможно, даже они немножечко преувеличены, то есть вы накручиваете переживания свои даже там, где их не должно быть в таком количестве. И по рыцарю Пентаклей, который земным знаком является, и, возможно, говорить про общение с земным знаком зодиака. Но также здесь может быть еще и ситуация, где вы переживаете о чем-то, что касается медленного продвижения в чем-то. То есть вот вы ожидаете результата, но что-то чересчур медленно тянется. Вот вы ждали, что уже будет сейчас какой-то, какие-то хоть плоды, да, какие-то результаты. А прогресс есть, но он такой медленный, очень медленный. Может быть, здесь вот какая-то ваша работа должна происходить, вы должны проявлять себя дальше, над чем-то трудиться, но при этом это делать в условиях какой-то неясности, в какой-то смуты. Здесь могут быть недомолвки в отношениях, допустим, или какие-то иллюзии, или кто-то может что-то вам не говорить, имея там скрытые мотивы, допустим. Когда один человек ведет себя стабильно, говорит о том, что он хочет, ясно об этом заявляет, а второй что-то скрывает, допустим. Или у вас может быть просто какая-то тревога перед будущем, и вы стараетесь не обращать внимания на эти переживания, стараетесь своей рутиной, привычными действиями, вот как вы привыкли каждый день там работать или что-то делать рутинно, шаг за шагом преодолевать эти страхи, не обращать внимания на какие-то свои переживания. Может быть, какая-то информация, которая к вам приходит здесь по карте Луна, она может немножечко повлиять на те дела в вашей жизни стабильные, которые до поры до времени были стабильными, здесь что-то вот может поменяться немножечко. Карта двойка жезлов есть у вас на пятницу, она выпадает с 4 пентаклей, и 4 пентаклей потом также есть еще и в субботу. И в целом двойка жезлов — это карта двух
возможностей. Двойка жезлов — это два варианта. То есть вы можете здесь рассматривать какие-то две возможности, а вместе с четверкой пентаклей здесь можно говорить также о том, что вы, возможно, рассматриваете какой-то способ, вот обдумываете планы о том, как поступить там, допустим, с вашими финансами, с вашими деньгами, когда вы боитесь рискнуть, когда, имея два варианта, вы не хотите там во что-то вложиться или на что-то потратиться, то есть бережете свои ресурсы имеющиеся. Причем это может касаться не только финансов, не только денег, но и вашего там эмоционального состояния, здоровья, всего чего угодно. То есть вы дорожите тем, что у вас есть, вы зафиксированы на безопасности, и вы не хотите рисковать. То есть вы хотите контролировать ситуацию, поэтому в двойке жезлов вы стараетесь откладывать активные действия на потом, а здесь занимаете больше роль такого наблюдателя, оценить ситуацию, разобраться сначала, взвесить все за и против, потому что вы как будто боитесь действовать из-за страха потерять эту стабильность. Может быть, стараетесь удержать как-то свои позиции или удержать свои финансы здесь. То есть прям такая финансовая осторожность, может быть, какой-то страх вообще, шаг какой-то вперед сделать или что-то менять там в своей работе, могут быть какие-то страхи. Может быть, эмоционально немножечко закрыты, как будто оцениваете ситуацию вокруг вас или в окружении, там, с кем вы общаетесь. Можете чувствовать вот такую вот какую-то скованность, закрытость, то есть не хотите говорить своей второй половинке там то, что вы думаете, что вы чувствуете, как в разные стороны смотрите в этот период времени. Ну вот прям вот сильно цепляетесь за что-то для вас важное. Здесь, наверное, нужно меньше цепляться за что-то вот для вас такое, как казалось бы, ценное, и больше планировать будущее, смотреть в будущее, стараться рассматривать какие-то варианты. И, кстати, у вас в субботу, я уже говорила, та же четверка пентаклей, соответственно, и здесь страшный суд вместе с этой четверкой пентаклей. И четверка пентаклей с картой страшного суда, она опять-таки, говоря о том, что по четверке пентаклей вы очень дорожите чем-то, что в вашей жизни есть, вы не хотите как будто это отпускать, потому что очень цените то, что у вас это есть, но по страшному суду вам нужно отпустить прошлое, или вам нужно отпустить что-то для вас привычное, или что-то, чем вы прям сильно дорожите, какие-то привычные вещи, за которые вы крепко держитесь и боитесь перемен, а вам нужно все как будто с ног на голову перевернуть, кардинально что-то изменить и освободиться от старого багажа. То есть вы как будто боитесь потерять контроль, а нужно не бояться потерять контроль, потому что какой-то неизбежный переломный момент здесь происходит, и вы должны выйти из этого состояния застоя, но через прям важное какое-то резкое решение, но оно очень-очень необходимо. Возможно, здесь у кого-то, кто расставался там со своими партнерами, какими-то отношениями, будет желание вернуться к старым отношениям, да, за которые вы цепляетесь, и даже шанс какой-то это сделать может быть, как будто попытка или шанс реанимировать прошлые связи, прошлые отношения, но уже там, может быть, на новых условиях, да, поэтому и карта шута дальше, то есть начать сначала, как будто бы. Ну, опять-таки, может быть, и также в новых отношениях, да, страх перед новым этапом отношений. Допустим, вот жили, там встречались, только вместе не жили, да, съехаться вместе. Как будто бы, может быть, страх менять что-то кардинально, съехаться и жить вместе, потому что вы понимаете, что вы потеряете возможность свою на какое-то уединение, вот этот свой уголок, да, и вы боитесь потерять эту холостяцкую жизнь, к примеру. То есть боязнь съехаться, боязнь перемен, боязнь свадьбы или боязнь развода, когда вы цепко держитесь за какие-то отношения, даже если они не самые удачные, а вы держитесь за них и боитесь их отпустить. То есть вам здесь нужно простить бывшие обиды, чтобы построить что-то честное, хорошее, лучшее для вас в любом случае. Ну, здесь как будто есть страх что-то менять, но вам нужно постараться здесь этот страх преодолеть. Кстати, может быть, получение денег как возможность получить за результатом своих трудов, соответственно, да, как урожай собрать. Поэтому страшный суд. Получить что-то материальное, потому что вы это заслужили. Такой вариант тоже может быть. Карта шут, карта... кстати, еще может быть как пересмотр бюджета здесь, вот ваших финансов, когда вы переоцениваете ситуацию, оцениваете, сколько у вас денег есть,
да, во что вкладывать, во что нет, где скопить, куда отложить. Вот такая вот ситуация может быть по страшному суду. То есть как оценка, суждение, рассуждение о деньгах. Какие-то суждения, связанные с финансами или с чем-то важным для вас, ценным. Карта шут. Карта шут, карта в воскресенье. Я уже говорила, для тех, кто, возможно, возвращает какие-то отношения былые, либо что-то кардинально меняет в отношениях. Здесь может быть такой период нового начала, как шанс шагнуть в неизвестное, в новое. И вместе с королевой Пентаклей, которая, кстати, замечательная, я уже говорила, как шанс восстановить отношения, кто в ссоре или кто расставался, но на новых начинаниях по королеве Пентаклей, более стабильных, более осознанных, более доверительных. Поэтому королева Пентаклей в данном случае является очень хорошим дополнением. Также может быть здесь речь о каких-то земном знаке, да, может речь идти. А также здесь может быть, знаете, как по шуту спонтанное, легкое начало какого-то дела, которое может принести доход, да, какие-то финансы, соответственно. А здесь, несмотря на вот такой шаг в неизвестность, который вы делаете, или что-то новое, может быть, начинается что-то новое в жизни человека земного знака, который для вас как-то важен, то есть Девы, Тельцы, Козероги. Может быть, здесь речь о каких-то легких или неожиданных деньгах. Вот как легко что-то вам здесь дается. Приходят деньги случайно, внезапно или неожиданно, как вариант. Или здесь может речь идти о что-то связанное с детьми, какие-то расходы, связанные с детьми, что-то опять-таки связанное с практичностью, с вот этой вот заботой о ребенке, допустим, да, вот если мы говорим о шуте, то есть это как молодой, кто-то как ребенок. Вот такой вариант возможен. Может быть, в отношениях один ведет себя наивно, а другой очень стабильно, практично и больше думает о финансовой составляющей, допустим, да, или о том, как комфорт сохранить вот такой вот финансовый. Здесь может быть у кого-то, может быть, и авантюра по шуту, авантюра какая-то финансовая и какое-то рискованное предложение. Потому что все-таки шут, то есть нужно быть все-таки осторожнее в том, что вы решаете касаемо денег, и все-таки стараться сочетать вот в этих решениях ваших, сочетать легкомыслие и зрелость, то есть стараться быть легкими на подъем, открытыми новым возможностям, радоваться жизни, там, не знаю, ну вот как ребенок, но при этом крепко стоять на ногах. То есть если нужно решение какое-то принимать и шагнуть в новое, то оценить сначала все риски, да, все ваши возможности, которые придут после этого шага, и понять, да, что вы рискуете меньше, чем получаете, соответственно, чем можете выиграть, тогда уже только действовать. Давайте посмотрим, что здесь у вас еще есть у рыбок, какая карта здесь есть. О, здесь карта исцеления. Карта исцеления. Карта, да, скорее всего, говорит о том, что вам, возможно, нужно будет исцелиться от какой-то ситуации. То есть забыть о каких-то разочарованиях прошлого, которые у вас были ранее. Возможно, поэтому здесь у вас была 5 кубков, соответственно, да, то есть постараться забыть о каких-то неудачах, которые были ранее. Постараться не думать об этом, постараться думать о каких-то позитивных изменениях, начинаниях в вашей жизни. Кстати, это герань, да, здесь, которая изображена. Вот здесь написано пеларгония, да, герань. То есть это карта, которая говорит о том, что вам нужно восстановить вашу целостность, вам нужно исцелиться, выздороветь, возможно, вернуть в свою жизнь баланс. Так, может быть, снять какое-то эмоциональное или, может быть, физическое напряжение, которое в вашей жизни присутствует. В целом очистить энергетическое поле вокруг себя и как-то исцелить ваши душевные раны, постараться об этом не думать, не зацикливаться, но и при этом укрепить свои личные границы, гармонизировать пространство вокруг вас. И если что-то ваши силы истощает,
то вам нужно постараться как-то от этого вот избавиться для того, чтобы восстановить ваш внутренний ресурс. Возможно, вам нужно здесь больше отдыхать, меньше работать для того, чтобы здесь восстановить опять-таки баланс, снизить темп немножечко, то есть для того, чтобы исцелиться по этой карте. Карта Герань. Избавиться от накопившегося негатива, который в вашей жизни есть, от каких-то страхов, от чего-то вот такого вот давящего на вас, тяжелого, от страха потерять что-то в конце концов вот здесь или сделать шаг в новое, то есть исцелиться и позволить себе совершенно по-другому вот в состоянии этого баланса совсем по-другому действовать, по-другому жить, соответственно, да. Поэтому, ну, такая вот интересная карта у вас здесь выпала, карта Герани. Итак, дорогие мои рыбки, на этом сегодняшний таро-прогноз на следующую неделю с 10, соответственно, по 16 августа мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.